Приветствую всех на своем канале, а сегодня хотел бы обсудить с вами такую тему, как когда сажать самку к самцу после акрола. Существует несколько способов. Первый способ это уплотненные акролы, второй способ это полууплотненные акролы, ну а третий я его называю щадящий режим. Ну а сейчас более подробно об этих трех способах. Итак, первый способ это уплотненные акролы. Обычно такие уплотненные акролы используют на промышленных фермах, на таких больших хозяйствах, где больше гонятся за количеством крольчат, а не за их качеством. Но иногда и в небольших хозяйствах, таких как у меня, используют такие уплотненные акролы. Это приблизительно, что самка окролилась, буквально через пару дней ее опять сажают. И как раз самка ходит 30-35 дней. К этому времени крольчата более-менее подрастают. Самку отсаживают, вернее, крольчат отсаживают от самки, и самка начинает опять кролиться. Но я считаю этот способ совершенно негуманным по отношению к самкам. Во-первых, и крольчата недополучают много чего они должны получать от самки. Ну и самка, естественно, очень быстро придет в износ. То есть, если вы хотите, чтобы ваши крольчата росли здоровыми, получали достаточно питания, а самки служили вам верой и правдой не один год, то, пожалуй, откажитесь от такого уплотненного акрола. Следующий способ это полууплотненные акролы. Это тогда, когда самка окролилась, буквально дней через 15-20, когда она откормила крольчат, ее подсаживают к кролу. Я иногда использую такой способ, когда мне нужно, чтобы самка впоследствии не кролилась одна, чтобы их кролилось 2, 3, 4, 5, чтобы в случае, если самки принесут много крольчат, то было кому подложить. Этот способ достаточно распространенный в маленьких хозяйствах, таких как у меня, ну и зарекомендовал себя в принципе достаточно неплохо. Вот, потому что получается самка отсиживает там 20 дней, плюс 30 дней она ходит в положении, так скажем. Ну и получается, что когда она кролится, малькам уже месяца по полтора, да, и в принципе нормально так выходит. Но я, как уже сказал, я этот способ использую не так часто. Сейчас я вам расскажу о щадящем режиме, которым я обычно и пользуюсь. Ну и третий метод, который использую я в акролах, это щадящий режим. То есть на примере вот этой самки я сейчас вам все и расскажу. То есть этим крольчатам скоро будет 2 месяца. Ну как скоро, где-то недельки через 2. То есть, смотрите, самка полностью отсиживает у меня от А до Я, то есть от самого рождения до 2 месяцев. Потом я смотрю по состоянию самки. Если самка выкармливает, например, 5-6 крольчат, и она себя чувствует на хорошем корме достаточно хорошо, то ее, в принципе, можно после 2 месяцев, как она отсидит с крольчатами, отсаживать. Если вы видите, что самка принесла вам 8, 10, 12 крольчат, она очень похудела, кормит крольчат, и плюс еще недостаточно калорийный корм для нее, она немножко схуднула, то не торопитесь, отсадите крольчат от самки, ну и можно недельку-две дать ей отъесться. Но опять же, это все на усмотрение каждого, так делаю я. Вот мои крольчата, скоро я их отсажу. Самку посмотрю по состоянию, ну а что ее смотреть? С другой стороны, она очень хорошая, плотная, корм достаточно такой калорийный у нее, поэтому я думаю, сейчас они отсидят еще буквально недельки-две и все, и я буду ее запускать, я не буду ей давать немножко отдохнуть. То есть получается, вот эти 3 режима, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Но я бы вам не советовал первый способ, это уплотненные акролы. Если вы хотите, чтобы ваши самки были достаточно хороши, приносили вам нормальных крольчат. Потому что сами понимаете, если вы самку используете на износ, то есть она только окролилась, вы ее тут же подсаживаете, она опять кролится, вы ее подсаживаете, соответственно, результат от самки будет недолгий. Ну и крольчата, я так думаю,
не заставят себя, так сказать, долго ждать. С каждым последующим поколением, пометом, они, скорее всего, будут все слабее и слабее. Но, опять же, это субъективно мое мнение. В любом случае, друзья мои, решать вам, какой из способов акрола выбирать. Но мой совет, если вы хотите, да, что... Выбирайте либо полууплотненный, который я иногда использую, либо вот такой, как я, щадящий. Потому что я за количеством крольчат я не гонюсь. Мне надо, чтобы крольчата вырастали достаточно хорошего качества, чтобы они получали все те полезные витамины, все, что они должны получать от самки, чтобы они получали. Чтобы я их не отсаживал там, в месячном возрасте, чтобы потом от них непонятно что выросло, я вот использую вот такой вот способ. Ну а на этом все, друзья. Всем удачи, всем пока-пока.